Рад вас видеть, друзья. Как убедиться, что двигателю вашего автомобиля хватает топлива? Например, ваш автомобиль плохо разгоняется, либо имеются рывки при разгоне, а возможно уже имеется ошибка победной смеси, или диагностика явно указывает, что не хватает топлива. В прошлом видео я показывал, к чему приводит забитый фильтр грубой очистки, так называемая фильтр-сетка, которая устанавливается перед бензонасосом. Ну, допустим, вы уже заменили эту сетку, даже, возможно, заменили уже топливный насос, фильтр тонкой очистки, почистили и проверили форсунки, но топлива все равно недостаточно. Именно такие вопросы чаще всего задавались под прошлым видео. Я заменил бензонасос, но ситуация не изменилась. Так вот, в этом видео я покажу, что необходимо еще обязательно проверять в данной ситуации. Так вот, друзья, кроме топливного модуля, форсунок и топливного фильтра, в системе топливоподачи еще присутствует и топливная магистраль. Вот именно про нее чаще всего и забывают, а в ней может скопиться довольно-таки много мусора. У вас, конечно, может возникнуть резонный вопрос, откуда в магистрали будет мусор, если она находится после топливного фильтра. Так вот, во-первых, в самой топливной магистрали может образовываться коррозия, которая будет постепенно отслаиваться и препятствовать нормальному прохождению бензина. И во-вторых, самое интересное, с чем мне приходилось сталкиваться, это то, что проблемой может стать и сам топливный фильтр. Встречал в своей практике ситуации, когда фильтрующий элемент фильтра отслаивался, попадал в топливную магистраль и постепенно ее забивал. Как правило, весь мусор скапливается на изгибах магистрали, и самое проблемное место находится вот на том изгибе. Там чаще всего и скапливаются все возможные загрязнения, особенно которые связаны с фильтрующим элементом самого фильтра. Поэтому при таких проблемах необходимо не только производить замер давления топлива, либо просто менять топливный насос, а всегда необходимо проверить производительность топливной системы. На большинстве автомобилей это делается довольно несложно. Как я показывал раньше во многих своих видео, я отключаю топливную магистраль от рампы, включаю бензонасос. Как его включить на примере автомобиля Chevrolet Lachetti, можно посмотреть вот в этом видео. И после этого необходимо слить небольшую часть топлива в какую-то емкость. При этом необходимо оценить качество струи, цвет топлива и наличие мусора в этом самом топливе. И нередко можно обнаружить мусор, либо очень и очень грязное топливо. В таких ситуациях не поможет никакая замена топливного насоса и уж тем более никакая промывка топливных форсунок. В данной ситуации необходимо разбираться именно с топливной магистралью. Особенно если вы использовали какие-то промывки для топливной системы, для топливного бака, либо, например, вам неизвестна история автомобиля. Но отвечу очень важный момент. Проверять струю необходимо только при полном баке автомобиля, либо хотя бы, чтобы он был заполненный больше, чем наполовину. Почему именно так, я расскажу в одном из следующих видео. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.